Привет, друзья! Да, действительно, это уравнение покорило интернет, потому что его очень трудно решить какими-то обычными способами. Давайте подумаем, какие способы есть. Ну вот первый способ, первый метод возведения в квадрат. Что мы получим? Х в четвертой минус 4х в квадрате плюс 4 равно х плюс 2. Мы получили уравнение четвертой степени. Ну, как его обычно решают? Находят целые корни среди делителей свободного члена, если такие есть. Здесь есть. Видно, что двойка корень, если подставить в это уравнение. А дальше? А дальше, как правило, это уравнение сводит к уравнению третьей степени. И снова пытаются найти корни. Но в данном случае найти их очень трудно. Эти корни, поэтому получается тупик. Такой способ нам не годится. Какой еще способ есть? Ну, иногда рассматривают это уравнение в общем виде как параметрическое. Х в квадрате минус а равно х плюс а, где а равно 2. Возводят в квадрат обе части. Получается х четвертое минус 2а х в квадрате плюс а в квадрате равно х плюс корень из х плюс а в квадрате, то есть х плюс а. Мы видим, что получаем уравнение квадратное относительно переменной а. И тогда а можно выразить через х. Я напишу через х. И мы потом, заменив а на двойку, сможем найти х. И вот третий способ, которым я сейчас и воспользуюсь. Итак, это замена переменной. Мне он кажется более широким и универсальным. Замена. Корень из х плюс 2 я приму за y. Возведу в квадрат. Ограничение на х найду потом. Мне принципиально нужно пробиться к решениям. Смотрите, исходное уравнение запишется так. Х в квадрате минус 2 равно этому корню из х плюс 2. Но это же y. Я напишу, что это y. Получилась совершенно простая система. Причем есть плюс 2 и минус 2. В этом фокус этих уравнений. Сложив уравнение системы, я прихожу очень быстро к довольно красивому вот такому уравнению относительно двух переменных. Ну а теперь что? Теперь раскладываем на множители. Плюс х минус y равно нулю. Здесь разность квадратов, формула разности квадратов дает вот такое разложение. Плюс х минус y равно нулю. Выношу х минус y. Х минус y. Получается х плюс y плюс единица равно нулю. Я уже разложил, посмотрите. Но я для красоты заменю y на вот это выражение относительно x. Что я получу? Я получу x минус y, то есть минус корень из x плюс 2, умножить на x плюс y, то есть плюс корень из x плюс 2, и плюс единица равно нулю. Посмотрите, мне удалось исходное уравнение разложить на множители. Если вы раскроете скобки, вы убедитесь, что это одно и то же уравнение. Ну, а теперь понятно, приравняв нулю каждый из множителей, я и получу решение уравнения. Х минус корень из х плюс 2 равно нулю, и b х плюс корень из х плюс 2 плюс единица равно нулю. Но решаем первое. Переносим корень из х плюс 2, возводим в квадрат, переносим сразу же в левую часть. По теореме Виета получаем два корня. Таким образом, корни возможные этого уравнения. Надо же учесть область ограничений, которую мы найдем потом. А здесь что? Х плюс единица равно минус корень из х плюс 2. Возводим в квадрат обе части. Х в квадрате плюс 2х плюс 1 равно х плюс 2. И получаем х в квадрате плюс х минус единица равно нулю. Х напишем третье. Четвертое будет равно минус единица плюс минус корень из 5, деленное на 2. Самое трудное – отбор корней. Сейчас я займусь ограничениями. Иногда говорят область определения уравнения. Но это не совсем точно. Почему? Потому что левая часть уравнения определена при любых х, верно? Нам же никто не запрещает ставить вместо х любое число в левой части. Пока. Ну вот с учетом того, что левая часть равна арифметическому квадратному корню, мы делаем вывод, что левая часть должна быть больше либо равна нулю. Пока подкоренное должно быть больше либо равно
нулю, откуда x больше либо равно минус 2. Ну и, как мы сказали, левая часть тоже должна быть больше либо равна нулю, откуда x квадрат больше либо равно 2. Решая это неравенство, получим, что x меньше либо равно минус корень из 2 или x больше либо равно корня из 2. Ну, рисуем ось и говорим. Нам подходят все x, которые меньше минус корня из 2, либо больше плюс корня из 2. Вот так. Вот так. Ну и с учетом вот этого ограничения мы получаем, что от минус двойки до плюс бесконечности нам подходят все значения x. То есть наши x принадлежат вот этому промежутку и вот этому до плюс бесконечности. Теперь отбор корней. Минус единицу можно, конечно, проверить и подстановкой. Тогда получим, что левая часть отрицательна, а правая положительна. Все, не годится. На всякий случай минус единица находится вот здесь. Вот так. Теперь двойка. Мы сказали, что двойка подходит, это видно, понятно, ясно, хотя двойка находится и вот здесь. То есть, да, это наш корень. Теперь два оставшихся корня. Х3 минус единица минус корень из 5, деленное на 2. И х4 минус единица плюс корень из 5, деленное на 2. Учитывая, что корень из 5 это примерно 2,2 и так далее, подставив числитель, мы получаем, там будет 1,2 и так далее, пополам, х4, легко убедиться, входит вот где-то в этот промежуток, то есть это корень посторонний. Хотя на самом деле нужно это доказывать строго на письменном экзамене при помощи двойных неравенств. Ну и вот здесь этот корень подходит, не подходит, непонятно. Давайте для этого, чтобы было понятно или непонятно, попробуем изобразить графики левой и правой части нашего уравнения. Посмотрите, у нас у левой части что получается? Парабола. Парабола, опущенная вниз на двоечку. Вот так, да? О, вот это y равно. Здесь будет минус двоечка, минус корень из 2, корень из 2. А как правая часть, вот y равно корень из x плюс 2 проходит, это корень из x, сдвинутый влево на 2 единицы. Получается вот так. Вот наших два корня получились. Ну, а поскольку корни мы нашли, один из корней у нас получается вот здесь двойка, двойка, а вот здесь возможный отрицательный корень. Во, это минус единица, минус корень из 5, деленное на 2. Ну вот попытаемся доказать, что этот корень наш, это уже факультатив пошел для тех, кто собирается сдавать экзамен. Посмотрите, как на экзамене на самом деле можно это записывать, то, что этот корень действительно наш. То есть, что фактически придется доказать? Придется доказать, что минус единица, минус корень из 5, деленное на 2, больше либо равно минус 2 и меньше либо равно минус корень из 2. Здесь эти приближенные прикидки могут на письменном экзамене не пройти. Умножим на 2 все три части этого неравенства, двойного неравенства. Вот что мы получим. Минус 2 корней из 2. Теперь минус единичку переносим влево и вправо с противоположным знаком. Получается минус тройка, минус корень из 5, единица, минус 2 корней из 2. Теперь множим на минус единицу. Все части неравенства, знак неравенства меняется при этом на противоположный. Вот получается одно неравенство. Оно верно. После возведения в квадрат 9 больше 5. Все. Да. Да. И здесь получается 2 корней из 2 минус единица. А вот это неравенство придется доказывать. Как его доказывать? Корень из 5 я возведу в квадрат. И 2 корней из 2 минус единица, которая больше нуля, тоже возведу в квадрат. Получается пятерка больше либо равно 2 корней из 2 в квадрате, это 8, плюс квадрат второго числа, единица, это 9. И здесь будет минус удвоенное произведение первого числа на второе. Вот что нужно доказывать. Переношу 4 корней из 2 в левую часть, пятерку в правую. Вот что нужно решать. Делю на четверку. Возвожу в квадрат, получаю верное.
Неравенство, оно верно, значит, и мое вот это тоже, да. Неравенство верно, значит, этот наш корень подходит, он действительно находится вот здесь, и я смогу теперь записать ответ. Ответ. Минус единица минус корень из 5, деленное на 2. Вот тот корень, который найти было очень сложно. И двойка. Ну что ж, присылайте свои решения. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.